Я не могу ничего плохого говорить. Луи Армстронг. Шпион. Борис Ельцин. Ну кто? Первый россиянин на Луне. Понятия не имею. Не знаю. Это из СССР. Этот... Кто-то... Горбачев. Михаил Горбачев. Если нет, то дальше. Фиг знает. Не знаю. Который делал перестройку, я, конечно, знаю. Но я не знаю. Вообще у нас должна быть дистанция от вируса. Ну и кто это? Боже, кто сделал перестройку? Горбач. Горбач? Что-то знаете о нем? Горбатый был у нас тут на рынке, да. Горбачев. Распутин. Это Чехов? Столыпин? Тоже не знаю. Либо Максим Горький. Ну да, Максим Горький. Столыпин, либо Чехов. Тоже не знаю. Это этот. Достоевский. Да, супер. Что-то знаете о нем? Не, но написал известные произведения. Написал «Преступление и наказание», я даже читал. Мы тоже. 3/4 прочитал. А дальше не далось. Потом вернусь еще к прочтению. Обязательно вернусь. Это Достоевский или нет? Кто это? Походу, тут россияне все, как мне кажется. Да, «Преступление и наказание». «Преступление и наказание». На языке вертится. Достоевский. Супер! Всегда смеюсь с тех, кто не может ответить, а когда сам под давлением, то сам не могу ответить. Достоевский. Что знаем о Достоевском? Что поляков не любил. Похож на Толстого. Нет? Нет? Знаете такого? До свидания. Маша! Путин. Меня когда-то о нем спрашивали много лет назад, и я сказал, что хотел бы, чтобы у нас был такой предводитель, как Путин. Кто это? Владимир Путин. Беспокоится о своем государстве, конечно же, да? Привет! Подождите, у меня к вам вопрос. Кто это? Путин. Владимир Владимирович. А что он делает? Он президент России. А чем он занимается, этот президент? Бабки Управляет ворует. государством. Это босс. Босс всех боссов, да? Шеф шефов. Путин. И кто он? Президент. Царь России. Царь России. Крутая хата у него. Да, хата крутая. Да. Ну, зачем? Знаете этого парнишу? Да, мы знаем. Владимир Путин. Владимир Путин, да. Путин. Ваши отношения позитивные или нейтральные? Очень негативное. Даже так, Епишкин и калоши. Очень. Очень позитивное отношение. Какое? Позитивное. Ну, понятно, что знаем. И кто это? Ну, Путин. Реально Путин? Я думаю, это Путин. Путин, хорошо. По моему мнению, один из самых лучших правителей на свете. Он стабильный, конкретный, консервативный. То, что должно быть у власти. Кто это? Владимир Путин. Знаете, и кто это? И кто это? Президент России Владимир Путин. Все, что я знать, он президент России. И только это, да? К сожалению, я ничего не могу рассказать. Ты дипломатична. Да, к сожалению. Твоего лица не видно, можно говорить. Ну, отлично. Это Владимир Путин, думаю. Правильно думаете. Какое ваше мнение о нем? Почему карикатура тут? Какой-то он дохловатый. Похоже, фото давних времен. Владыка Евразии. Владимир Путин. Больно мне от того, как все есть, но живем будущим. Не буду сегодня обвинять моего ровесника за то, что сделал, например, Сталин. Ну не буду, простите. Мое уважение ему. Ну что, управляет своим народом, и они голосуют за него. Я там живу. Я не могу ничего плохого говорить. Откуда ты? Оттуда. Из той пупы. Бля, еще там живешь? Ай, к сожалению, блядь. Путин. И что он делает? Да хрен его знает, молится. Молится? Кому молится-то? До Рыдзика молится. Скажешь что-то большее, тебе это может навредить. А это кто?
Что сказал? Он сказал «курва» по-русски. А это этот... Это Нет, с... Толстой. Не... Как его? Нет, это с... Написал еще. Человек, который учил русскую литературу. Салтыков-Щедрин? Нет? Кто? Салтыков-Щедрин? А я сам не знаю. Ну, в смысле? Я не знаю. Блин, сейчас какой-то... Сейчас будут оставлять тупые девки не знают. Понятия не имею. Помогай. Не поэт. Знаю. Это писатель русский. Это случайно не Булгаков? Нет, имя из 3 букв. Толстой. Да. Толстой. Всех-то вы знаете. А то я образованный европеец, а не хрен в стакане. О, это... кто это? Толстой, да? Да-да, правильно говоришь. Но это же один из этих, да? Ну, этих. Главных писателей. «Война и мир» же написал. Ну да, то ли война, то ли мир. Я вам подскажу, он много бухал, как Квасневский. О, не знаю. Тоже был президентом. Знаете его? Нет, не знаю. О, господи, Ельцин. Александр Фредро. Этого я помню. Приезжал к нам. Тоже тут бывал? Тоже приезжал, да-да. Тоже не знаю. Ельцин. О, ага. Ну, ясное дело, конечно, знаю. Ну, я тоже знаю. Это старый бухарик. Кто? Ну ладно. Шпион американский. Шпион? Борис Ельцин, ну кто? Ну, тоже, конечно, это ж Пугачева. Ну. Алла Пугачева. Не знаю. Жанна, нет. Российская певица. Алла. Пугачева. Алла. Я помню, я же ребенок совка. Я помню Аллу Пугачеву из телевизора. А ее любили в Польше? Очень любили. Я просто этого не помню. Нет, не помнишь? Ну что вы? Кто это? Марилия Рудович. Да, только Пугачева. Это Пугачева, Пугачева Алла. Да ты всех знаешь, я в шоке. Не, но она еще активная достаточно. Ну а что, молодого же она Не очень активная. нашла себе. Как его там зовут? Галкин. Да, Галкин. Сталин. 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 Знаешь, понимаю, что это все россияне были, но так нет. Похож на Юзефа Пилсудского, но нет. Если все были россиянами, то нет. Сталин? Да. Ну, понятно. Худший пес какой может быть, Сталин. Товарищ Коба. Что? Не понимаю. Его так называли, псевдоним. А, я просто не в теме. Иосиф Джугашвили Сталин, так его называли, Виссарионович, да. Ну, Сталин, да. Ну, Иосиф Сталин. Что тут скажешь, был хреном и диктатором. Хорошо, ну, правда... Говорю честно, бляха, знаю, что живем во времена, когда есть ЛГБТ, нельзя быть расистом, но я белый, он тоже белый, потому не могу о нем сказать плохо. Сталин. Он был в СССР человеком очень важным во власти. Он был перед Горбачевым и прочими. Сталин? Батька, да, батька. Ну, вообще есть позитив, несмотря на весь негатив, который он натворил. Это просто жесть. А можно поподробнее? Да блин, понятно, что время было херовое, но если бы любой из нас имел власть, то должен был бы выглядеть для большинства херово. Потому что кто-то вечно на концлагеря жалуется, но бляха, живем во времени, которое на самом деле уже очень развито. И если бы, например, немцы, не делали те эксперименты, то наша медицина не была бы на таком уровне, на котором она сейчас. Но на это люди не смотрят. Это ужасно, но, к сожалению, в таком мире мы живем, мы всего лишь люди. Да кто из поляков не знает, что это
это был Сталин. Ну, скинуть с Барбакана его сразу. Не надо быть эгоистом. Этот? Этот? Или это? Да фиг его знает. Этот. Этот. Это... Он был из России. Армстронг? Армстронг. Луи Армстронг. Это Гагарин. Гагарин? Так. О, а это не Юрий Гагарин. А кем он был? Это первый россиянин в космосе. Гагарин. Юрий. Не знаю, это не Гагарин. Ну да, только потому, что в шлеме я понял. Он был космонавтом в России. А чем он знаменит там? Ну, типа первый россиянин на Луне. Гагарин? Да. Это Армстронг. Нил Армстронг. Нет, я дам другой ответ. Погоди. Это был... Гагарин? Гагарин. Российский, он первый в космосе. Как же его фамилия? Знаешь Марьюш Го? Знаешь его? Знаю. Сейчас. Загугли. Забыла. Это Гагарин. Юрий Гагарин, который первым полетел в космос. Первый раз. Да елки, респект! Кто бы мог поверить? А он это сделал. Тормозите, важный вопрос. Jeżeli by rozmawiać dobrze po polsku, to wtedy by... Я могу по-русски. Да, давайте. Знаете вот этого чувака? У нас всего один ролик о поляках, который набрал больше 2,5 миллионов. О нет, не публикуйте это. Но у этого ролика столько не будет. Да, у этого будет 3. Будем мы придурками в интернете. Но Нет. это был Армстронг, на самом деле, для многих поляков тоже интересно. Ну, вот это даже мексиканцы знали, кто это. Но Путин всегда, он побеждает. Не было ни одного человека, 100% населения мира в Варшаве знает, кто это такой, что это за человек такой. Вот я вам так скажу.